Я всегда считал, что в такие моменты нужно иметь психолога. Sexual harassment — это просто часть твоей работы. Ты еще идешь к гостю, там стоишь, что-то там режешь, Месишь. чикаешь, пикаешь, поливаешь. Эта индустрия, если не забирать тебя на 100%, ну, как минимум на 75%. Я такой, что? Но, скорее всего, ты просто будешь работать посудомойщиком до конца своих дней. Ну, официант, это вообще типа что, блюдонос какой-нибудь. Мы здесь все собрались для того, чтобы делать одну работу. Мы все хотим одного результата. Всем привет, меня зовут Валерия Садко, и это канал Bake No Fake. Сегодня у меня в гостях очень хороший друг и близкий коллега, и близкий друг и близкий коллега Александра Демиденко. Саша, здравствуй. Привет. Спасибо, что нашла время, что мы с тобой связались и наконец-то можем пообщаться в плане того, что мне очень интересно узнать все, что связано с общепитом, но с точки зрения сервиса, как я тебе уже сказал. Потому что хочется показать не только свою кухонную, да, деятельность, а и в принципе всю ресторанную, подноготную, возможно, гостиничную. Потому что, чтобы была картина более объективна у тех, кто смотрит вообще и интересуется всей этой темой. Но перед этим расскажи мне вообще, пожалуйста, про свой опыт. Сколько ты вообще лет в этом уже варишься и как ты к этому пришла? Ну, во-первых, сразу после окончания школы у меня не было вообще никаких сомнений. Я всегда хотела работать в гостиничной индустрии. То есть это был выбор либо туризм, либо гостиничная индустрия. И больше я склонилась к гостиничной сфере и пошла учиться. То есть, соответственно, я один из тех людей редких, который работает по профессии своей. И мой диплом не просто так у меня лежит. То есть он пригодился. И я в hospitality уже почти 12 лет. Мой первый отель, так и последний, и тот, который на сегодняшний день, это 5 звезд. То есть у меня не было опыта работы в отелях меньше, чем 5 звезд. И я никогда, в принципе, не жалела о том, где я работаю, какую специальность я выбрала. Вот так. Хорошо, слушай, а вот мне интересно, как вообще, ну вот момент в детстве, в юношестве твоем, когда ты выбрал эту профессию, то есть как это к тебе пришло, вот это озарение, что я пойду в туризм или в hospitality? Два основных момента. То есть меня всегда интересовали языки, и, в принципе, это то, что у меня получалось в школе лучше, чем остальное. И мне всегда хотелось иметь опыт работы за границей. То есть мне хотелось поработать в разных частях света, что, собственно, я смогла сделать только спустя достаточно много лет, но по своим личным обстоятельствам, но тем не менее я к этому пришла, и дальше я думаю, что я не планирую останавливаться. А как вообще была реакция родителей, что ты выбрала эту сферу? Родители меня поддержали с выбором профессии. Мама всегда хотела, чтобы я свободно говорила на английском, это ее была мечта. Собственно, она исполнилась, и для нее это было главное. И что я буду использовать языки, работать с людьми и развиваться в том, что мне нравится. Как вообще окружающие реагируют? Вот ты, допустим, когда с кем-то знакомишься, ты девушка очаровательная, то есть если ты с кем-то знакомишься или в компании друзей находишь, встречаешь новых друзей, тебя спрашивают, кем ты работаешь. Я всегда говорю по факту. То есть, ну, естественно, когда я работаю уже на руководящей позиции, мне, конечно, приятнее говорить, кем я работаю. Я так и говорю, что я менеджер в ресторане, либо я уточняю, смотря какие друзья, какие знакомые, интересно ли им конкретно, что это за аутлет. Но раньше, естественно, когда я работала официанткой, я тоже говорила, что я работаю официантом. То есть меня никогда это Не не щемило. смущало, да. То есть это работа, это тяжелая работа, и она
интересные, как-никак, все равно. Вот насчет тяжелой работы мне интересно подробнее. Вот я знаю, что ты очень долгое время проработала в рум-сервисе, да? И зная, что такое рум-сервис, мне интересно, как девушка хрупкая, ну, то есть могла работать вообще, в принципе, официантом тяжелая работа достаточно, потому что, понятное дело, что это на ногах, но и при этом в рум-сервисе, когда ты таскаешь тяжести, ты катаешь все эти столы, да, до номерного фонда, и вот это вот, а если еще есть хотбоксы, которые нужно достать с полки, выключить, приставить под стол, вот это все и загрузить, потом тащить. Как это вообще можно выдержать? И помогал ли тебе вообще в этом кто-то? Конечно, всегда есть вот этот момент, что девочки и мальчики, несмотря на то, что в hospitality мы все равны, в общем и целом, нет каких-то сильных различий, но все равно, когда это дело касается чего-то физически тяжелого, тебе все равно когда-то помогают, стараются ребята. Но в основном, конечно, если это за пара и вы все бегаете, ну, не до этого. То есть просто все таскают, все носят. И сейчас бы я не смогла. То есть уже когда я работала супервайзером в рум-сервис, то есть я уже через какое-то время, через полгода, мне уже было тяжело. То есть если мне нужно было участвовать в вот этих столах с лестницами, мне было реально тяжело. То есть это ты очень быстро отвыкаешь. Когда ты молодой, когда ты делаешь это каждый день, это, ну, типа, ты устаешь, но это нормально, ты там не умираешь. Просто ты делаешь какой-то перерыв, все, тебе становится снова тяжело, и, в общем, это дело практики, привычки. Девочки, мальчики, все равно есть ограничения по весу, да, и для девочек это, то есть 15 килограмм ты по всем стандартам по договору, 15 килограмм ты спокойно должна поднимать за один раз. То есть это у тебя прописано. Хорошо, слушай, а вот за время работы рум-сервисом я очень знаю много тоже разных историй на тему... Была у меня одна история в отеле, когда парень такой прибегает такой: о, я свою жилетку за 5К продал, типа, гостю. У гостя там была интимная туса, типа, он приехал с накрытым столом, Для и, ролевых игр. да, и типа, гость ему предложил вступить в их игру. Ну, типа, официант такой: не-не-не, но, типа, ну ладно, тогда продай свою жилетку. И он Ага. продал свою униформу жилетки за 5К. Мгм. То есть, какие-нибудь у тебя подобные истории было, и что в плане вообще связано с sexual harassment, возможно, в принципе, в сервисе происходило, или номерного, или вообще в принципе? Ну, историй, конечно, очень много разных и уместных, и неуместных, скажем так, в данном формате. Ам, Естественно, по поводу харассмента, особенно рум-сервис, вот рум-сервис и девочек, и мальчиков касается, то есть ребята, которые приходят молодые, у них бывает реально шок иногда. То есть от того, что ты видишь, когда ты приходишь в номера. И, ну, конечно, с годами уже ты привыкаешь, и ты, ну, типа, люди, то есть люди вообще не стесняются. Они могут делать все, что угодно, вот все, что ты можешь себе представить сейчас в голове, они могут делать, когда ты приходишь в номер. То есть, ну, зависит, конечно, от конкретного гостя, но было все. По поводу харассмента, мне кажется, вообще в целом, если говорить о женщинах, которые работают в ресторанной службе, в гостиничной индустрии, то есть через какое-то время ты понимаешь, что sexual harassment – это просто часть твоей работы. То есть это на ежедневной основе, это как рутина, и это ненормально. То есть ты к этому привыкаешь, но это ненормально, это не должно быть так. Многие гости до сих пор, я не знаю, может быть, это пережитки каких-то прошлых там лет, когда, я не знаю, официантка где-нибудь в порту была официантка и проститутка, да, но вот люди до сих пор думают, что это включено в сервис. То есть то, что ты можешь спокойно спросить
номер телефона, что ты можешь спросить семейное положение, а если у тебя парень, а если тот, ну, ты не обязана никому ничего рассказывать, почему ты кому-то, кого-то видишь там первый раз в своей жизни, ты должна отвечать на эти вопросы. А сказать просто «нет, до свидания» ты тоже не можешь. То есть это каждый раз, это несколько раз в день, каждую смену ты должна одно и то же повторять каждому там мужчине, да, который пытается что-то где-то уточнить у тебя, там узнать, взять контакты, пригласить куда-то. И через какое-то время, через годы, конечно, это уже отработанная схема у тебя в голове, что ты Мгм. говоришь. Вот. Но самое простое и это самое рабочее, в основном, если человек более-менее адекватный, ну, не нужно вдаваться в подробности своего семейного положения, рассказывать: «Ой, я не могу, я не хочу, у меня есть парень». Не нужно делиться, что у тебя есть, чего у тебя нет. Просто говоришь: по политике компании, к сожалению, я не могу с вами делиться ни своими контактами, никуда с вами ходить, иначе меня уволят. Все. А вообще отель в таких случаях как-то отрабатывает, проводит тренинги, обучение, как этому противостоять? Можешь ли ты кому-то об этом рассказать, или это просто в кулуарах происходит, вы просто потом приходите со смены и угораете? Ну, на своем опыте я ни разу не видела каких-то тренингов на эту тему, если честно, я не припоминаю. Но, естественно, если это какой-то уважающий себя бренд, если это не там забегаловка, да, какая-то, конечно, они будут реагировать. То есть, если это действительно какой-то серьезный харассмент, то есть к чему, что я отношу к серьезному, это как минимум, когда до тебя коснулись. То есть Мгм. в этом случае ты можешь просто развернуться и уйти. То есть в этом случае ты не обязан ничего говорить, ты просто заканчиваешь сервис, все. И ты можешь пойти к security, ты можешь пойти к менеджеру, то есть, ну, смотря где ты находишься, на Мгм. флоре, либо в номере, либо где, и кому ты можешь быстрее обратиться. А, Плюс по поводу рум-сервиса тоже было такое негласное правило у security, когда они просматривают камеры, они смотрят, если сотрудник, ну, естественно, чаще всего девочка, если заходит в номер и она не выходит через там 15 минут, то уже как бы special attention на вот этот номер, и уже сотрудник должен пойти и быть где-то неподалеку, либо попросить набрать официанту, чтобы позвонили, спросили, там все нормально или Мгм. что. Вот, есть такая практика. И, естественно, гостям, которые, ну, не понимают, они неадекватные, конечно, им просто отказывают в сервисе, их добавляют в черные списки. Есть такая тоже практика, их не пускают в отели просто. Но опять же, тоже это зависит от того, кто конкретный человек. То есть, допустим, здесь, в Дубае, это очень много значит, кто ты, когда ты гость. То есть одному человеку, может быть, можно все, которые, ну, там, имеют какой-то статус. Мгм. То есть, ну, не то чтобы все, но в каких-то пределах. То есть по сравнению с обычными гостями намного больше. То есть здесь статус очень сильно значит. И если мы, допустим, отказываем одним гостям в чем-то, другой гость придет, он кому-то позвонит, и нам перезвонят и скажут, и мы сделаем. Ну, Так. стандартная, в принципе, история, как и везде. Ну да. Хорошо, а на кухне ты сталкивалась с этим? На кухне, в принципе, в отеле, внутри отеля, внутри работы своей? Нет, я бы не сказала. То есть в Или... каких-то легких версиях а-ля шутки, флирт, что-то такое, но никогда не было такого, что я бы хотела там пожаловаться на кого-то. Я То просто... есть, ну, какого-то прям домогательства я лично не сталкивалась. Но я, конечно, знаю, что были такие случаи, естественно, особенно когда это вышестоящее руководство, кто-то, допустим, мужчина и девушка как сотрудник, такое тоже было. Но на моем опыте нет, поэтому я как бы... Я просто помню очень один классный кейс,
когда я проходил мимо по коридору в отеле, который мы с тобой оба знаем, и там был повар, который что-то стоял, хихикал с девчонкой какой-то с сервиса, по-моему, и схватила то ли за руку, то ли что, и тут мимо проходила, была у нас турчанка, тренинг-менеджер. И все, его отвели, его просто наругали, его отвели в HR. Мгм. Там порядка то ли 40 минут, то ли полтора часа ему там лекцию устроили о том, что как тебя, типа, себя вести нельзя и все тому подобное. Но при этом, допустим, у нас, когда мы открывали отель, была традиция, мы всегда друг другу целовали в щеку, приходили. Вот у нас как-то зародилось, и оно пошло комом, потому что, ну, у меня там в этом отеле там 40% с одного отеля, 40% с другого Мгм. отеля. И мы со всеми были типа Вась-Вась. И она однажды это тоже увидела, такая типа, ой, типа классная традиция, типа надо поддержать. И я такой, что? Что это вообще? Двойные стандарты. Хорошо. А как тогда в таком случае строить вообще, в принципе, личную жизнь в общепите? Ну, во-первых, это каждый решает сам. Стоит ли тебе строить свою личную жизнь в общепите или вне? Как бы, естественно, очень многие люди строят свою личную жизнь, как бы не отходя от кассы, скажем так. И это нормально, это, ну, то есть мы все мы люди, и это должно быть просто в пределах адекватности, опять же. То есть в основном, если ты начинаешь с кем-то встречаться, да, с работы, ты как минимум должен просто работать в разных отделах, в разных аутлетах. То есть, когда это в одном аутлете, ну, скорее всего, это не позволят. То есть я знаю, что были ребята, которые скрывали, то есть из одного ресторана там или из рум-сервиса, которые встречались, и потом вот, допустим, узнали, что они встречались только там за месяц до свадьбы. Соответственно, есть такие тоже варианты, но как бы это каждый решает сам, насколько ты готов рисковать там своей позицией. Опять же, это зависит тоже от твоей позиции. То есть, если ты официант и если ты там менеджер, это разные совершенно вещи. Ты, то есть, уже думаешь по-другому, что для тебя приоритетнее, личная жизнь на работе или вне работы, и как это все построить. Слушай, зная твою любовь к работе, да, и посмотрев со стороны, сколько часов ты работаешь, как это вообще, то есть, сколько времени, ну, то есть, остается на личную жизнь? Потому что, в принципе, вот недавно разговаривал тоже с другом на тему того, что вот эти вот смены графика, скачки постоянно, вызовы на работу. Есть ли у тебя какие-то советы в плане того, что как совмещать личную жизнь и работу при ненормированном рабочем графике? Ну, первое, что хочется ответить, это никак. Естественно, Ну, просится как и на есть. язык. То есть, естественно, эта индустрия, если не забирать тебя на 100%, ну, как минимум на 75%. То есть, естественно, ты будешь жертвовать своей личной жизнью, своим временем на какие-то хобби, на досуг, на семью. Это будет все очень урезано. То есть, если я бы сказала так, если ты действительно любишь то, что ты делаешь, и ты готов, то ты справишься, ты найдешь пути. То есть ты будешь крутиться просто и стараться подстроить под это. Если, ну, если тебе не особо эта твоя работа важна в отеле, в ресторане, если у тебя ты просто там работаешь за зарплату от звонка до звонка, то, ну, ты, скорее всего, очень быстро просто уйдешь, и все. То есть люди... Поэтому очень большая текучка в гостиничной индустрии, потому что люди не находят этот баланс, естественно, и большинство людей не готовы жертвовать своим личным временем в сторону работы. Не кажется ли тебе, что это может быть нездоровый фанатизм? Да, в каком-то плане это так и есть. То есть по себе могу сказать, что я всегда готова остаться дольше, сделать больше, прыгнуть выше головы, потому что
Это просто, я не знаю, как сказать, призвание, не призвание, но если тебе это нравится, и эта индустрия — это сервис. То есть сервис — это всегда ты хочешь сделать лучше. Ты стараешься предвосхитить ожидания, то есть это основная часть твоей работы. Особенно, когда мы говорим про лакшери-индустрию, про 5 звезд, естественно, это неотъемлемая часть. И если ты хочешь добиться какого-то успеха, если ты хочешь расти, конечно, ты будешь постоянно пытаться делать больше, больше, прыгнуть выше. Ты мне очень хорошо на вопрос ответила. Хотел тебя спросить вначале, но думал, не стану, подожду. Ты сама ответила на вопрос, что же такое сервис, то есть как это вообще официант, и есть ли какая-то философия. Мне очень понравилась твоя фраза. Хорошо. Как ты тогда видишь свое свободное время? Что ты делаешь и как ты вообще видишь свой идеальный выходной? Вообще, один выходной я даже вот не рассматриваю, это очень плохо. То есть, когда ты работаешь в этой индустрии, и особенно очень многие ребята работают так здесь, в Дубае, с одним выходным, это тяжело. То есть, нужно как минимум 2 выходных. Для меня это вот первый выходной должен быть максимально пассивным. То есть, ты спишь, вот самый кайф — это ты спишь без будильника. То есть ты просто просыпаешься, когда ты просыпаешься. Вот это просто, это ты себя балуешь, когда ты просыпаешься, когда тебе захотелось, когда твои глаза сами открылись. Вот, это первое. И на второй, первый день должен быть максимально такой пассивный, ты отдохнул, ты выспался, ты там сделал какие-то дела домашние, все привел свою жизнь более-менее в порядок, так поверхностно, как бы прилезал где-то что-то. И второй день, нужно постараться что-то сделать, нужно пожить эту жизнь просто. Вот, либо там ночь, как куда-то что-то сходить, там, потому что здесь очень много разных, опять же, заведений, разных мест, которые хочется смотреть, изучать. И это можно делать бесконечно. И хотя бы одно место посетить на выходном. Плюс там встретиться хотя бы с кем-то, опять же, провести время с семьей, в данном случае, в моем, с ребенком. Как бы планов много особо не построишь, а на какие-то хобби, какие-то там увлечения на данный момент вот таких у меня сейчас не получается. За время твоей работы и карьеры, что тебе самое трудное далось в твоей профессии? Наверное, первое, с чем я столкнулась, это то, что не многие люди готовы принимать тебя, когда ты работаешь в этой индустрии, именно как супруга, либо друга. То есть очень многие люди отваливаются. Когда ты очень сильно погружен в работу, и ты много времени ей отдаешь, и не все люди готовы принять, что ты говоришь, вот я буду свободен там через 2 недели с 14 до 20:00. Конечно, многим становится это неинтересно, друзья разбегаются, ты находишь себе друзей, которые ты понимаешь, что им это интересно. В основном они в той же каше варятся, как бы. И в плане супружеской жизни вот для меня это была проблема большая, потому что я каждый день выслушивала за то, что я вышла с работы на час позже. Там я вот ровно, как у меня заканчивается смена по графику, если я не вышла с работы, то у меня начинаются проблемы. Я начинаю выслушивать. А после того, как ты отработал там 12 часов, дай бог, или 14, и когда тебе еще человек, с которому ты должен идти отдыхать, да, в комфорте находиться, делиться чем-то, он начинает тебе просто делать голову, грубо говоря, по поводу того, что ты вот не можешь закончить работу вовремя, вот минута в минуту, встать и уйти. И многие люди этого вообще не понимают. Вот кто работает в офисе с 9 до 6, им очень сложно это понять. И поэтому, соответственно, очень многие отношения, семьи
получаются вот между людьми, которые работают в индустрии в этой. То есть и друзья, и семьи, и вот это получается лучше, чем с какими-то людьми извне, по моему опыту. Есть ли у тебя что-то, что бы ты хотела изменить вообще в профессии? Есть, конечно, много вещей, над которыми можно работать, и в идеальном мире, если бы их вот исправить, было бы очень классно, но не все компании могут себе это позволить, и не во всех условиях, не во все времена. Первое, что мне приходит в голову, это ограниченность в персонале. То есть, где бы я ни работала, всегда не хватает персонала. То есть всегда до последнего работодатель, он пытается вот, ну вот хотя бы вот на одного человечка поменьше, чем вот надо. Ну вот хотя бы, ну вот на двоих. Но, а если кто-то заболел, если двое заболели, все рушится, все работают без выходных, все носятся, сервис качественный не получается объективно. То есть это видно людям, которые находятся непосредственно вот в оперейшене. Люди, которые сидят, допустим, сверху, им нормально. Ну, по цифрам все сходится, то есть столько-то официантов, выручка вот такая, это все классно. Но ты понимаешь, что ну, гости платят деньги, они платят иногда нереальные вообще деньги и суммы, и у нас не хватает официантов. И мы не можем сделать качественный сервис просто физически. И потом идут плохие отзывы о том, что официанты игнорируют, официанты носятся. Бывают гости, даже говорят, что вот, допустим, там пару месяцев назад у вас так было спокойно, расслаблено, каждый официант там проводил там спокойно там несколько минут у стола, разговаривал, там что-то можно было пообщаться, почувствовать персонализированный сервис. Вот, допустим. А сейчас вот такого нету. Что случилось? У вас не хватает персонала? Это очень частый комментарий от гостей. То есть хотелось бы просто, чтобы действительно соблюдались вот количество персонала на аутлет. То есть, ну, если меньше вот этой суммы, которая выделена, ты ищешь и ты нанимаешь. Вот это вот первое такое, что приходит в голову. Ну и по поводу есть дискриминация. То есть даже не по половому признаку. А по Сейчас какому? это уходит уже назад ощутимо. То есть в гостиничной индустрии это реально очень ушло назад. Сейчас прям чувствуешь, что улучшение, уже ты реально чувствуешь себя наравне с мужчинами, то есть на Мгм. тех же позициях и женщины, и мужчины. В этом плане все более-менее неплохо. Но конкретно, допустим, здесь, в Дубае, и во всех странах есть такое, есть дискриминация по происхождению, по Мгм. национальности, Моя любимая тема. и это прям, это бросается в глаза, это есть везде, и некоторые люди, у которых высшее образование, но они просто приехали не из той страны, скажем так, они работают младшим персоналом всю жизнь. То есть это могут быть умнейшие люди, просто с каким-то нереальным образованием, там офигенным, но они будут работать няней, они будут мыть полы, мыть посуду, просто потому что они приехали из той страны, где нет работы, и здесь их не воспринимают как руководителя. То есть это либо какой-то должен быть выдающийся прям талант, и ты должен всем прям понравиться, и как-то, я не знаю, это должно чудо какое-то случиться, чтобы тебя вот повысили. Ну, на худой конец долго вылизывать. Да, либо так. Ну, тоже сложно будет, тоже пару лет займет как минимум. Но, скорее всего, ты просто будешь работать посудомойщиком до конца своих дней. Ну, либо пока не решишь вернуться домой. В чем ты считаешь, что обесценивается твоя работа? Потому что вот, ну, многие же скажут о том, что, ну, официант это вообще типа что, блюдонос какой-нибудь, то есть что там, тарелки поднести, поставить, ну, это понятно, уже идет прямое обесценивание. А еще какие
виды и формат ты можешь назвать или с чем ты сталкивалась? Ну, во-первых, да, ты правильно сказал, что люди думают, что в целом не нужно никакое образование, не нужны никакие знания для того, чтобы работать официантом. Опять же, это зависит от места, где ты работаешь, конечно же. Э, Я имею в виду, что по статусности, да. А, Ну и плюс тоже в физическом плане люди, ну, там, в том, как ты устал там физически, либо морально, ну, они думают, ну, что ты делал? Ну, ты там ходил от стола к столу, ну, ты там с кем-то поговорил, поулыбался, пару там тарелок принес, и что? Как бы устал, вот ты там приходишь домой, и ты говоришь, я устал. С чего ты устал? Ну, ты там не вагоны разгружал, да? Вот это любимая фраза. Ам, Или ты там не годовой отчет посчитал, да, или что-то свел там какие-то цифры. Ну, ты это особо мозг свой не используешь, и физически ты тоже не работаешь. Что ты ноешь? Вот, но, конечно, все мы понимаем, что за этим, даже за этим официантом стоят такие знания, то есть м, в- по поводу продукции, по поводу алкоголя, каких-то ингредиентов. То есть, если это действительно хороший официант в хорошем месте, то есть, ну, это ходячая энциклопедия, во-первых. Во-вторых, это физический труд. Ну, как минимум, ты просто 12 часов на ногах. Это уже не всем дано. Во-вторых, да, ты таскаешь эти подносы, и они, ну, как бы они тяжелые. И тоже с возрастом люди начинают ощущать. Конечно, когда ты молодой, ты бегаешь там. Чем старше ты становишься, тем больше ты ощущаешь на своей спине, да, и на ногах, что уже ты не вывозишь. Ну, к этому возрасту, конечно, желательно бы уже, чтобы ты продвинулся куда-то дальше По службе. да, по службе, либо что-то другое искал, если ты не вывозишь. Вот. Хорошо, а если в принципе тогда, если не эта работа, то какая? Или не эта профессия? Если не эта профессия, то, скорее всего, что-то связанное с хендмейдом. Я просто обожаю что-то делать своими руками. И у меня даже был опыт а-ля какого-то своего стартапа небольшого, когда я сидела в декретном отпуске. В какой-то момент мне стало очень скучно, и мне очень хотелось что-то делать. Опять повторюсь, мне нравилось всегда делать что-то своими руками, и я начала делать пиньяты, Пиньяты. да, для детских праздников. Честно, я не помню, как ко мне пришла эта идея. Я, наверное, где-то просто увидела, может быть, на Пинтересте или в Инстаграме. В общем, я просто попробовала это сделать там для себя сначала, потом начала делать. Сделала профиль в Инстаграме, начала продавать их. То есть попутно я еще стала брать какие-то заказы на декор детских праздников. И в какой-то момент это уже, ну, были заказы, их было много, и я уже думала, я не хочу. А как раз было уже время выходить на работу, на мою в отель. И, собственно, когда я вышла, я закончила со своим вот этим вот рукоделием. Но, наверное, если бы я не работала в гостиничной индустрии, я бы продолжила что-то такое делать, то, что связано с созиданием, с хендмейдом и со своими какими-то идеями. Расскажи мне про свое образование. Мне интересно, вот, допустим, я знаю, что я там отучился 5 лет в колледже, да, то есть в техникуме, и там уже понимаю, то есть как выглядит поварское образование. Часть у нас коснулась какой-то официантской части, нас обучали, показывали и посуде, и в накрытию столов, и были курсы бариста, и коктейли мы какие-то делали. Как вообще выглядит полноценное образование официанта и что у тебя оно было, то есть как оно выглядит? Моя специальность называлась менеджер гостиничной индустрии, то есть но, естественно, это все начинается с официанта, либо с младшего персонала в любом другом отделе отеля. То есть это не было конкретно Мгм. на F&B нацелено. А,
У нас тоже все то же самое было, что ты говорил. То есть в плане, когда мы изучали что-то, связанное с ресторанной службой, какие-то детали по поводу сервировки, нормы Санпина и все такое. И также, когда дело касалось ресепшена, это программы, на которых работает ресепшн, это какие-то основы, то есть ролл-плей тоже. Плюс мы ездили достаточно часто в поездки а-ля Евротур, либо конкретная какая-то страна, несколько городов там. И походно, когда мы ездили какие-то экскурсии куда-то в разные отели, что-то смотрели, мы еще выполняли задания. То есть учеба достаточно интересная. Я училась в колледже Сколько тоже лет? 5 лет, 5 лет. но я могу сказать, что вот я начала работать в 17 лет, то есть со 2-го года обучения я начала работать, Мгм. совмещать работу и учебу. Я могу сказать, что учеба, то есть твое образование, это очень маленький процент того, что от тебя будет спрашиваться. То есть основное это твой опыт. То есть если ты пока учишься и ты не набираешь никакой опыт, ты нигде не работаешь, и когда ты выпустишься, ну, ты просто пойдешь работать официантом, либо ресепшонистом. Ну, ты будешь на первой ступеньке. Мгм. Неважно, какой у тебя диплом, неважно, где ты учился, там, не знаю, в каком-то техникуме в Ижевске или в Галлеоне ты там учился, Мгм. ты все равно начнешь с самого низа. Если ты учишься и у тебя есть возможность начать работать, ты, конечно, быстрее продвинешься. И у тебя уже будет вот за те там 4-5 лет уже нормальный опыт. И основное то, что тебе помогает в работе, это опыт. То есть ты все узнаешь, все, что тебе потом потребуется, только лично, когда ты уже в этом поварился. То, что тебе дали там на учебе, это так. Это такая база, совсем-совсем основа. Интересно с тобой поднять очень важный для меня вопрос, мой любимый, коммуникация кухни и сервиса. Постоянные вот эти вот обвинения, постоянные вот эти перекидывания, все вот это вот. Потому что я могу сказать от себя, что за свою карьеру, то есть и работу на кухне, да, вначале я тоже относился скептически к официантам, типа, да что вообще такое? Потом с возрастом и повышением по службе я начал понимать объективно, что огромная часть ну, в нашей работе зависит от вас. И нужно работать в нормальных отношениях, коммуницировать. На последнем опыте работы я столкнулся с неприкрытой ненавистью кухни к сервису, что, если честно, у меня вызвало большой когнитивный диссонанс после моего опыта. И все-таки я считаю, что должны коммуницировать и коллаборироваться вместе, поддерживая друг друга. То есть, что ты можешь со своей стороны на эту тему сказать? Могу сказать, что все начиналось так же, как у тебя. То есть я, когда начала работать официантом, ну, я думала, ну, какие-то ребята там морковку режут, ну, типа, что они там вообще, что они знают. Ну, вот им сказали, там, порежь это, закинь туда, все. Естественно, это первое впечатление. То есть, когда там тебе 17-18 лет, ты думаешь, ну, просто кто-то что-то готовит. Ума не надо сильно много. Вот, конечно, также с опытом естественно, я знаю, какая это работа и что за ней стоит, и я одинаково отношусь уважительно и к сервису, и к кухне, и абсолютно согласна, что должны работать в в коллаборации. То есть, если есть проблемы между сервисом и кухней, будут проблемы с гостями. То есть, будут жалобы. Во-первых, будут жалобы, а во-вторых, будут проблемы в коллективе. Вот эти вот разборки, кто виноват, кухня или сервис. Нет, это он долго отдавал, нет, это он долго забирал. Ну, это
это просто лишнее, как сказать, лишние какие-то происшествия, которые никому не нужны во время оперейшена. А с гостями, допустим, то есть тоже зависит от отношений с кухней. Если у тебя гость попросил что-то там не из меню, допустим, да, ну, в пятизвездочном отеле это не проблема. То есть ты не можешь сказать нет. Мгм. А если на кухне какой-то вот повар, с которым ты не дружишь, он тебе скажет: "Нет, я тебе не сделаю". Или, в принципе, какой-нибудь, который не любит сервис, начал залупаться, простите за бедность Да, речи. да, и все. И вот, как у нас было с аудитом последним, LQA, то есть у нас мог бы быть шикарный LQA, но у нас, из-за вот такой ситуации, сняли, достаточно большое количество процентов, потому что это заняло время, разборки, это бегали туда-сюда все, хотя гость попросил очень достаточно Простую позицию. простую вещь, просто заменить, там картошку фри на салат маленький. То есть, из-за конфликта между конкретным человеком на кухне и конкретным человеком в сервисе, получилась жалоба, получилось, плохой аудит, и вот такие вытекающие. То есть в идеальном мире, конечно, нужно всем работать командой. Менеджеры должны всегда коммуницировать с шефами, и они со своей стороны должны передавать своей команде всю информацию, то есть чтобы все были на одной, странице, скажем так. Все, чтобы знали, что происходит, зачем мы это делаем, какой occasion, что в стоп-листе, чтобы не было каких-то лишних, моментов, раздражающих друг друга, там лишних вопросов. Это первое, что информация должна делиться, и за это ответственны руководители. Ну и плюс просто по-человечески каждый индивидуально должен понимать, что мы здесь все собрались для того, чтобы делать одну работу, мы все хотим одного результата, да, даже если кто-то больше хочет денег, а кто-то больше хочет радостных гостей, все равно это все вытекает из одного, да, Мгм. и, соответственно, это тоже приходит с опытом. Это обычно у ребят, которые только начали работать, у них появляются проблемы либо с кухней, либо А с сервисом. почему вот эти проблемы вообще, в принципе, появляются? Откуда? Почему? Вот новые люди приходят. Откуда вообще беру корень этих проблем? Я думаю, что просто незнание и непонимание работы другого человека. То есть вы стоите по две стороны, да, раздачи. Здесь человек не понимает, что ты делаешь и зачем, и там человек, соответственно, также не понимает. Как ты считаешь, если бы были моменты, мои любимые, кросс-тренинга и обучения персонала на другом поле, это бы помогло исправить ситуацию? Да, да, я думаю, что это бы помогло. Естественно, люди, которые работали, допустим, раньше на кухне, и потом они пришли работать в сервисе, у них проблем таких никогда не будет. И наоборот. Ребята, которые, допустим, работали официантом, потом решили пойти на кухню, ну, они будут понимать обе стороны этой монеты, скажем так, и будут уважительно относиться. Просто нужно уважительно относиться вот к чужому труду, и все. Просто если у тебя возникают какие-то конфликты, опять же, это дело лидера, менеджера, твоего непосредственного руководителя сесть, допустим, с двумя вот этими людьми, если какой-то конфликт между там двумя или больше, и выяснить, почему, как, и объяснить, как это должно быть, и убрать этот момент, потому что это очень мешает. В свое время, когда я учился в колледже, в определенный момент, когда нас началось обучение официантское, сервису и всему остальному, мне предлагали перейти на другой факультет с кухни на менеджера, вот на бармена и все остальное. И в этот момент мне интересно сказали мои мастера по обучению, преподаватели, согласна ли ты с этим утверждением или нет, о том, что повар может стать официантом, а официант поваром нет. Нет, не согласна. Почему? Ну, потому что все приходит с опытом. То есть ты можешь прийти с нулевым знанием. И у меня много таких примеров ребят, которые либо пришли совсем из другой индустрии на кухню,
никогда не работали на кухне и сейчас работают шефами, либо и у них никогда не было поварского образования. Либо тоже есть пример официанта, который работал там несколько лет в сервисе, а потом он подумал и решил, что я вообще-то хочу готовить. И он пришел просто на коми. Ну, то есть с коми ты можешь начать, если ты хочешь, если у тебя есть желание, если тебе это реально нравится, то это вообще не проблема, ты научишься. Если ты будешь искать способы, пути научиться и сделать, ты Мгм. научишься и сделаешь. То есть я думаю, что это в Короче, две стороны человеческий работает. фактор, на Да, самом деле, в первую да, очередь. да, да. Если тебе это не надо, нафиг тебя просто кто-то насильно туда поставит, но это будет странно. Никто не будет так делать, и из этого ничего не получится. Интересный еще вопрос у меня к тебе есть в плане именно гостевой территории, да? Как ты считаешь, блюдо, насколько решает визуал в блюде? Э, Ну, это, я бы сказала, наверное, 70% успеха Да? блюда, да. То есть это первое впечатление, во-первых. И это инструмент, который работает в социальных сетях. М, Визуалочка моя любимая. Да, то есть особенно здесь, особенно местные, а, Публика. местная публика, а, они очень сильно ведутся на внешний вид. То есть зачастую им вообще не важно, что это. Им не важно, что внутри, им не важно, как это сделано. То есть у них нет никаких предпочтений зачастую во вкусе, в текстуре, ни в чем. Им главное, чтобы это было инстаграмable, чтобы это было красиво. И самый частый вопрос, который я слышу здесь, а, когда человек подходит к витрине с десертами, он говорит, ты ему начинаешь рассказывать про каждый десерт, что это, из чего это, как это, что ты почувствуешь, когда ты будешь пробовать этот десерт. Человек это все слушает и говорит, хорошо, а что бестселлер? Мне неинтересно, то есть мне неинтересно все, что вы мне сейчас рассказали, по сути, да. У меня нет никаких вкусовых предпочтений, мне просто нужен бестселлер, потому что я хочу это выложить в соцсеть, отметить место, где я был, и что мои друзья тоже это ели, и вот я тоже классный. Ты считаешь, это хорошо, что так происходит? В каком плане хорошо? Ну, в принципе. В этом, что в этом хорошего? Ну, то есть Что плохого? плохого тоже не особо много. То есть с моей стороны, то есть это, это просто пусто. То есть для меня люди должны приходить в рестораны за какими-то впечатлениями вкусовыми в первую очередь. Либо если ты знаешь, чего ты хочешь, и ты приходишь за этим, и ты получаешь удовольствие от того, что ты вот получил то, что ты хотел. Ты описываешь официанту, что ты хочешь сегодня, и если он тебе делает, приносит то, что именно ты хотел, ты кайфуешь. Либо если ты хочешь что-то новое попробовать. Когда у тебя нет никаких вообще предпочтений, это пусто. Ты просто приходишь, чтобы сделать фотку, выложить ее и уйти. Как бы для нас, окей, это все равно это деньги. Типа, это личное дело каждого. Просто для меня, как для человека, который очень сильно любит всю Гедонист? эту, да, красоту и роскошество еды, напитков и прочего, для меня это просто непонятно, это странно. Как человек может не иметь никаких вкусов? То есть ты просто хочешь то, что покупают все. А Ну, возможно ли с точки зрения продаж как-то сервису повлиять на это или нет? это именно локальная здесь такая штука. Я до этого не встречала нигде. То есть здесь именно это вот так зачастую. Повлиять можно, если ты хорошо продаешь, если у тебя подвешен язык, если ты реально можешь рассказать о чем-то так, что человек захочет это, конечно, можно. То есть ты можешь потратить свое время, ты можешь подтолкнуть гостя к тому, чтобы он попробовал
то, что ему там может понравиться, либо то, что новое, интересное. Но опять же вопрос, нужно ли это, кому это нужно. То есть, ну, это выбор человека. В общении с гостями, вот я всегда в определенный момент, когда мне предлагали перейти, да, переквалифицироваться, и потом, в принципе, за всю свою работу, карьеру я проходил кросс-тренинги в разных аутлетах, и там и в хаускипинге, и на фронт-офисе, и в сервисе, но больше всего, естественно, меня поразило вот этот вот формат общения с недовольными или конфликтными гостями. Как можно вообще психологически справиться с этим? Потому что, ну, это нормальный такой урон. Очень нормальный. Возможно, со временем, с годами какой-то иммунитет у тебя появляется. Но первые, не знаю, несколько лет я не знаю. То есть, хотя я тоже сам не лучший гость, но я стараюсь, то есть, как бы максимально, зная себя, смягчать углы, либо там прошу кого-то за место меня говорить. Мгм. Но как вообще? То есть я всегда считал, что в такие моменты нужно иметь психолога. Ну, то есть почему нигде ни в отелях, ни в ресторанах, ни на какие к психологу не отправляют, не покрывают? Ну, кстати, было бы неплохо, да, если бы был кабинет психолога при Вот как отеле. ты с этим вообще справляешься? Ну, на данный момент И какой совет ты можешь молодым дать в этом плане? я могу. На данный момент, то есть меня вообще меня не трогает ничего. То есть на меня могут орать просто мне в лицо, я буду просто стоять, улыбаться и говорить, да, извините, пожалуйста, прошу прощения, что мы можем для вас сделать прямо сейчас? Ничего, пойти хорошо. То есть, ну, меня сейчас это вообще не трогает. То есть, ну, естественно, когда я начинала, когда я была молодая и эмоциональная, так, Плакала? конечно, плакала, плакала, обижалась, воспринимала это лично, как личное какое-то оскорбление, да, всякие разные вещи. Я могу сказать только то, что это приходит с осознанием того, ну вот, во-первых, с опытом, во-вторых, с осознанием того, что ты должен просто воспринимать любые какую-то критику, конфликты или просто, когда тебе кто-то орёт в лицо, ты должен воспринимать это на свою униформу, а не на себя. Вот это кто-то мне когда-то сказал много лет эту фразу, и я, когда об этом думала, мне это реально помогало. То есть вот он стоит, орёт на меня, я просто принимаю это на свою форму. Я закончу смену, я ее сниму, я ее выброшу. На себя я ничего не принимаю. То есть я вне. Очень круто сказано. Слушай, вот за момент твоего опыта происходило ли у тебя выгорание вообще к работе? Да, конечно. И как ты справлялась? М, Конечно, у меня были такие моменты, когда просто... Я всегда говорю, что я люблю свою работу. То есть в общем и целом я люблю свою работу. Конечно, были такие моменты, когда я просто ненавидела свою работу. Я думала, вообще, что я здесь делаю, зачем, почему я вообще в целом работаю. Я не хочу работать никогда больше в своей жизни. Можно, пожалуйста, не работать. Но это не то, чтобы это прям конкретное выгорание к профессии. Это просто какое-то физическое, моральное выгорание здесь и сейчас. То есть к профессии выгорания у меня никогда не было. Мне не хотелось сменить ее никогда. Но просто когда накапливается усталость моральная и физическая, конечно, ты думаешь, господи, да зачем мне это вообще все нужно? В этом плане нужно просто дать себе отдых, притормозить, хотя бы на какое-то время, если ты работаешь, хотя бы перестать там прыгать выше головы хотя бы неделю, либо если у тебя возможность сменить обстановку, самое простое и быстрое — это просто уехать хотя бы просто за город. То есть чаще всего я делала так, мы просто ездили за город с семьей, либо в каждый раз в новый отель. Опять же, отель, потому что мне интересно видеть новые отели каждый раз. Просто загородный отель. Здесь ты развиваешь свой кругозор, ты что-то наблюдаешь новое в своей сфере, и плюс ты отдыхаешь. Просто это самое такое действенное для меня. Сменить обстановку. Просто на какой-то момент выключить телефон, убежать,
потом вернуться свеженьким, отдохнувшим. А в какие моменты твоей жизни вообще, что служило твоим выгоранием? Ну вот физическая и моральная усталость, когда это накапливается. Это просто в какой-то, то есть какой-то период времени, там, отрезок, не знаю, может быть, раз в год, раз в полгода, ты чувствуешь, что ну все, я не могу. И это просто потому, что мы люди, а не роботы, и как бы просто нужно дать себе паузу, отдохнуть и с новой силой ворваться. Как часто стоит менять работу? А Всем стоит задают ли? этот А вопрос. стоит ли ее менять? Но я имею в виду место работы. То есть в моем опыте это очень редко. Я Курица сетка. курица на сетка. Я считаю, что частые смены, и я вообще против частых смен мест работы. Даже ну, вот в одной индустрии, если ты прыгаешь из одного отеля в другой, это не сыграет тебе на руку. То есть опять, даже с самого начала, с того момента, когда HR смотрит твое резюме, скорее всего, они его отложат, потому что они видят, что этот человек не будет сидеть на месте, а им это невыгодно нанимать там каждые полгода, допустим, нового сотрудника. Это затратно, это дополнительная работа, и, конечно, предпочитают людей, у которых есть опыт там больше, чем 2 года на одном месте. Потому что, опять же, повторюсь, текучка очень большая в гостиничной индустрии, и отдел кадров, подбор персонала, они все равно стараются как-то сократить вот эту текучку. И ну, как бы есть надежда на то, что люди, которые более-менее стабильные в своем месте работы, они ну, проработают дольше и вот на вот новом месте. Но если ты планируешь делать что-то свое, если тебе не важно мнение там каких-то работодателей, если ты просто хочешь попрыгать там, здесь, собрать это всюду, опыт какой-то, что-то, знание, что-то посмотреть, какую-то насмотренность, выработать что-то для себя, чтобы потом делать свое, это может быть даже плюсом. Вопрос тебе как сервису. Задаю его поварам, задам тебе. На твой взгляд, спрос рождает предложение или предложение рождает спрос? Мне кажется, что в ресторанной службе это предложение рождает спрос. То есть ты должен заинтересовать гостей, потому что сейчас настолько большой выбор, что куда пойти, что покушать, где что выпить, что если ты ничего не делаешь для того, чтобы показать, вот мы здесь открылись, у нас есть вот это, приходите, посмотрите, вот у них ни у кого такого нет, у нас есть. Либо это какие-то уникальные продукты, либо это какой-то известный шеф, либо это что-то ты должен постоянно предлагать. Ну, я не скажу, что обязательно что-то новое, но постоянно что-то должно быть. Ты должен быть на виду. То есть, если ты просто вот сидишь у себя, вот у тебя есть ресторан, ты там сидишь вот так вот, никто к тебе не придет просто так, чтобы спросить, а у вас есть еда? А тоже тут нигде нету вокруг ничего. Вот у меня вопрос. Допустим, когда концепцию перенимают, вот открыли эклерную, а давайте тоже начнем клепать эклер. А вот там открыли, там, не знаю, все из шоколада, ой, давайте тоже клепать из шоколада. Или, ну, понятное дело, что следовать за модой – это одно. А вот когда ты копируешь, пришел в один ресторан, ой, увидел, что они там делают, давайте делать у нас. У меня так было на одном из последних мест работы, у нас учредитель очень любил так делать. У нас был Skyby ресторан, и был главный ресторан при отеле, 130 посадочных мест. И вот, допустим, ну ладно, мы начали первый делать dry age, это классно, то есть одни из первых.
Потом через какое-то время, ой, те морепродукты продавать, а давайте мы морепродукты будем продавать. Ой, а те вот там пасту делать, давайте мы еще пасту будем делать. И давай вот это вот все нагромождать, типа, потому что у каждого что-то там увидели, в итоге у тебя в ресторане получается сборная солянка. Это вообще самое ужасное, что может быть. Я вообще ненавижу такое. Когда вот такое вот меню, и человек просто приходит, открывает, и такой, пойду, пожалуй, в свое там другое знакомое место, где не такой когда вот огромный выбор реально, и все вместе, человек теряется, и он не может выбрать. А, Я считаю, что здорово вдохновляться работами других, но не копировать один в один. Когда ты копируешь, ну, это, во-первых, если ты копируешь с кого-то известного, либо с известного шефа, либо с известного бренда, тебе может прилететь в соцсетях. То есть тебя могут просто там зачморить и закидать комментариями, ой, да, ну что это такое. Ну, был такой опыт. Одна небольшая кондитерская в точности скопировала один десерт нашего небезызвестного пастри-шефа с моего предыдущего места работы. И там просто набросились на эту маленькую кондитерскую белорусскую какую-то. Просто на нее набросились в комментариях все, кто где-то когда-то видел этот десерт вот этого шефа. И через какое-то время они просто удалили этот пост. Но это тоже может вот так вот обернуться. По поводу моды, мне кажется, если это не какая-то, если вот у тебя заведение не какой-то узкой направленности или какой-то сильной концепции, которой ты придерживаешься, то какие-то течения моды очень даже, ну, нужно их использовать. То есть, если у тебя такая более-менее легкая концепция, которая может немножечко меняться в ту или иную сторону, ты можешь что-то вносить новое, либо что-то убирать, менять, то это даже нужно в какой-то степени, потому что это тоже развитие. Люди это ищут. То есть, если это какая-то новая штука, которую все увидели в Инстаграме, люди будут это хотеть, и они будут искать, где это получить, где это найти. Также, допустим, с бенто-тортами было когда-то. То есть просто люди вот искали по хэштегам, вот где купить бенто-торт. То есть если у тебя там кондитерская, и ты не сделал этот торт, ну ты просто, ну, очень зря, что ты не сделал, потому что все его хотели в таком плане. То есть нужно просто смотреть в твою концепцию, это может влиться, или это будет просто какой-то неадекват и вообще абсурд. Один, наверное, из последних вопросов заключительных. У меня есть любимая тема о том, что всегда учредители или управляющие хотят вводить какие-то шоу-подачи. Мне интересно узнать твое мнение сервиса со стороны, потому что мы с кухни, конечно, ну, большинство, конечно, каждый раз это вот, что, какие шоу-подачи, у тебя за пара, ты еще идешь к гостю, там стоишь, что-то там режешь, Месяц. чикаешь, пикаешь, поливаешь, поджигаешь, то есть, хотя, то есть, ну, это же нормальный уровень почти Мишлена, считай. Это тоже зависит от того, конкретно чего вот эта вот подача. Если это какое-то блюдо, какое-то, особенно если это какое-то национальное блюдо специалити ресторана, то это будет красиво, это будет классно, это будет интересно. Если это задействовано что-то, что люди, ну, не каждый день видят. То есть какой-то способ приготовления, либо что-то такое. Но если это там, когда поливают и поджигают, ну вот это вот полное, типа, ну, полное днище, и это просто лишняя трата времени сотрудников, и гостям уже вот такое неинтересно.
А вот, Э, кстати, мне вот важно твое мнение. Действительно неинтересно, потому что с точки зрения я гостя, я не люблю, когда меня кто-то тормошит. Я прихожу, я хочу максимально тихий сервис и вспоминаю, когда я только начинал свою карьеру, очень много гостей, которых просто я там где-то общался с людьми, все говорили о том, что ой, такой шикарный сервис, официанта вообще не было видно. Ты не видишь даже, как меняются тарелки, меняются посуда, бокал или еще что-то. Ну вот ты работаешь с гостем, как это? С моей стороны тоже я предпочитаю сервис максимально незаметный, то есть в моменты, когда это уместно, естественно, должен быть какой-то диалог и потом satisfaction check, но вот эти вот экстремальные подачи, это, мне кажется, это уже прошлый век. То есть это могут позволить себе какие-то заведения среднего уровня делать сейчас. Если это высокий уровень, это что-то должно быть быстрое и простое. То есть ты вывез тележку, ты сделал так, красиво, пошел. Это не должно быть там, ты что-то жаришь, ты что-то паришь, ты там вот это вот все, и все уже такие, господи, да иди ты уже со своим этим. Если это действительно что-то минималистичное, красивое, быстрое, ты сделал, и всем понравилось, это уместно. Зависит тоже от конкретно что ты делаешь, что ты показываешь. Ну, очень прикольно. Мой любимый квиз тебе задам. Нет. Самый простой. На самом выбор один из двух, но интересно, если что-то свое расскажешь, подскажешь, скажешь. Вкус или обоняние? Вкус Пешком или на машине? пешком. Точно? Ну, да, пока что так все и получается. Пока у меня нет прав. Кофе или чай? Кофе. Утро или вечер? Вечер. Достичь мастерства или быть счастливой? В данном случае Счастливый. быть счастливой. Женское счастье никто не отменял. Деньги или авторитет? Деньги. Растить профессионалов или быть самому звездой? Растить профессионалов. Белые или красные? Белые. Один последний вопрос задам тебе, потому что очень много мне моих сотрудников, бывших или коллег, все время мне рассказывают, и многие из них, оказывается, были на этом празднике жизни. Я однажды выступал на 1 сентября, меня позвали толкать речь перед юным поколением. А, Вот ты, находясь, тебя бы пригласили сейчас как профессионала уже международного уровня. А, и что бы ты им сказала, либо что бы ты им пожелала? Я бы пожелала не принимать все близко к сердцу, во-первых. И один раз официант, всегда официант. Неважно, какую ты позицию занимаешь, не нужно забывать об этом, с чего ты начинал, и всегда держать в голове. Спасибо тебе огромное. Спасибо за твое время. Спасибо за интересный разговор.